Представители знака зодиака Скорпион. Скорпионы, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад. События ближайшего будущего. Таро на неделю с 1 по 7 июля. Давайте узнаем, что нам подскажут карты, какие энергии они нам покажут на неделю, первую неделю второго месяца лета. Конечно, будем реалистами. Любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я надеюсь, мы с вами проведем приятное время, и переложить свою историю, свою ситуацию на метафору карт вы сумеете, и какая-то подсказка будет, либо, глядя этот прогноз, расклад, продумаете какую-то свою ситуацию, и, быть может, пазл сложится. В нашем еженедельном прогнозе мы зададим традиционные вопросы. Первая карта, первый вопрос: что важно знать? Что в приоритете на этой неделе, как видят карты? Чего не избежать или неожиданность? Чему сейчас не время или какие энергии могут вам помешать? А что будет помогать? Достанем карту «Что скрыто?» Или кто-то скрывает, или вы не замечаете. По основным сферам жизни тоже смотрим энергии. Дела, работа, бизнес, энергия денег, личная жизнь. И что же важно? Ну, буквально в поездках. Конечно, у кого-то может совсем банально проиграться, я меняю автомобиль. Но все же это старший аркан. Когда старшие арканы выпадают, на нас воздействуют события извне. Это то, что мы называем обстоятельствами. И по карте колесница это может быть незапланированная поездка. Возможно, вы получаете известие, новость какая-то приходит к вам на порог, и нужно будет быстро собраться и куда-то отправиться. Или поехать, чтобы в конкретной местности, на конкретном месте решать вопросы, и тогда это будет быстрее. Для кого-то из вас это может означать, что к вам кто-либо приезжает. Но вообще карта колесница – это карта перемен. И когда нам говорят: не оглядывайся назад, тебе только вперед. Более того, позволь из своей жизни уйти тому, что уже не имеет значения или не имеет возможности к продолжению. Для тебя они служат прогрессом, потому что прошлое по этой карте должно освободить место, потому что что-то новое уже у вас на пороге. Добрая карта. И в этой колоде это как раз мы мчимся по дороге собственного успеха. Ну, наверное, насколько мчимся, тут у каждого по-разному, но сами по себе где-то неожиданности могут быть. Поэтому, ну, как минимум, к этому надо быть готовому. И что же в неожиданностях? А вот смотрите, может вот в таких разных энергиях проходить сама по себе неделя. И, кстати, много красных тонов. Это какая-то активность. Скучать будет, скорее всего, некогда. Но, значит, где-то события могут ускоряться, а потом вы захотите взять с чем-то или с кем-то паузу. Чтобы это не для того, чтобы мы паузу берем, чтобы вернуться или вернуть что-то назад. Как реанимировать ситуацию, отношения, чего угодно тут может касаться. Нет, это, как знаете, затишье перед прыжком. Девушка и всегда тройка жезлов. Во-первых, это карта сильной позиции, когда у вас все под контролем. Во-вторых, вы что-то хотите уже осуществить. Но добрые дела наспех не делаются, и здесь словно окинуть взором перед тем, как осуществить важный шаг в вашей жизни. Проверить перед какой-то дорогой, может быть, все ли я с собой взял, все ли на месте. Вот такие вопросы могут быть. По тройке жезлов нам также говорят, действительно, какой-то жизненный этап у вас завершается, и это момент перехода. На этой неделе вы можете с чем-то определяться, исходя, может быть, из тех событий, которые происходят вокруг вас, в обстоятельствах. Тут может быть такая ситуация, мои дорогие скорпионы, когда, может быть, вы сами бы и не ускоряли решение того или иного вопроса, а обстоятельства могут давлеть, как будто принуждая или поторапливать вас быстрее решить тот или иной вопрос или с чем-то определиться. Чему сейчас не время? Надеяться на провидение. Страшный суд, еще один старший аркан. Не думать, что какая-то история закончилась. Но, видимо, может быть, вот по тройке жезлов я сказала, мы останавливаемся для того, чтобы все перепроверить. У кого-то из вас нужно, прежде чем
Может быть, как новые отношения или новая работа, или новая деятельность ваша, мои дорогие скорпионы, нужно что-то завершить прежнее. Или проверить документы буквально, чтобы было все в порядке. Вообще вы должны от начала до конца контролировать ситуацию. Не надеясь, к примеру, на то, что, ну, вот как-то прежде я мог выйти из каких-то даже сложных ситуаций, или вы ведь люди очень интуитивные, или Его Величество случай мне всегда помогал. Все же страшный суд– это карта возрождения, но и как избавление от боли, избавление от какой-то прежней ситуации. Но пока вот ты не думаешь, что что-то завершилось, или люди могут о себе напомнить, и вам нужно как-то красиво выйти из создавшегося положения. Может быть, повторюсь, у кого-то это будет касаться из отношений, но тоже это сделать элегантно. Здесь от ваших собственных действий и от ваших решений зависит какая-то последующая траектория вашей жизни, и у вас там не должно быть каких-то непонятностей или того, что в последующем может как привет из прошлого прилететь и сказать «Здравствуй, это я». Но вот как-то продумать от начала до конца, чем вы хотите заниматься или какие вы цели перед собой ставите. И если правда есть какая-то скользкая ситуация в прошлом или какой-то нерешенный вопрос, наверное, на этой неделе нужно уделить этому внимание, потому что потом события в вашей жизни могут ускориться так, и у вас не будет возможности что-то завершить красиво. Что же вам помогает? Победа есть. Победа уже в кармане. Карта победителя. Шестерка жезлов. Но она выпадает в позиции, что вам помогает. Это о чем говорит? Что 50% успеха, как занять какую-то высоту или добиться того, что мы хотели. Но нам придется удерживать собственные позиции. У вас она сильная, ваша позиция, на этой неделе. Но вы не можете выпустить что-то из-под своего контроля. Иначе все пойдет наперекосяк. Вот такие энергии помогают. Что же скрыто? Вот вы видите, какая-то двойственная ситуация может быть по двойке пентаклей. Как будто тут действительно возьми, ослабь какую-то хватку, и все пойдет сикось-накось, мои дорогие скорпионы. Или начни настаивать на своей точке зрения. Не примут вашу, к примеру, точку зрения, или у человека какое-то свое отличное мнение от вашего. И настаивать здесь бесполезно, здесь нужно договариваться. Может быть, карта подсказывает, что скрыто. Ты быстрее решишь какой-то вопрос, если, ну, вот так как-то аккуратно, правда, будешь дипломатом, провзаимодействуешь с кем-то. Конечно, карта может говорить, что скрыто. И кто-то ведет тоже такую двойную игру. Вы с прекрасной интуицией, мои дорогие скорпионы, поэтому слушайте сами себя. И какой-то вопрос вот именно вы должны закрыть. Или, повторюсь, красиво выйти из какого-то дела. Причем так, чтобы вам в будущем ничего не напоминало из прошлого. И если вот эта пауза или остановка, которая вы чувствуете, она мне необходима, тогда перепроверьте, к примеру, свои документы. Перепроверьте какие-то, ну, может быть, все то, что связано, к примеру, если вы бухгалтер, какие-то отчеты, или куда вы ставили свою подпись, чтобы не было потом неожиданностей. С другой стороны, двойка пентаклей, ведь это карта жонглера. Манипулировать придется. Или мы манипулируем, или нами манипулируют. Но, повторюсь, красиво это делать, незаметно. По этой карте вам может прийти какое-то предложение, которое на первый взгляд может шокировать. Зачем я буду это делать? Или зачем мне этим нужно заниматься? А по двойке пентаклей есть такое значение. Пробуй. Пробуй что-то новое. Пока не получится или не надоест. Вот такой переход. И с одной стороны расставляем все точки над «и» по тем делам, вопросам, то, что было в прошлом. Не рискуем собой, проверяем документы, чего бы они ни касались. И не отказываемся от каких-то предложений или возможностей. Вот как-то так. Давайте дела, работы, бизнес. Тут правда. Что-то может быть двойка пентаклей, девятка пентаклей, как какой-то у кого-то творческий союз, у кого-то денежный союз, как партнерский, может быть, это бизнес.
или какие-то еще дела, которые будут увязаны так или иначе с деньгами или с возможностью заработка. Тогда просчитать нужно все определенно точно. По девятке Пентаклей это карта самодостаточности. Нам снова говорят, у вас сильная позиция. Кто-то конкретно получит деньги, кто-то может получить гонорар за проделанную работу. Девятка Пентаклей – это своего рода карта успеха, но это 9. И по нумерологии это всегда как преддверие перемен. Это вот на пороге мы перемен. И карта колесницы ведь тоже об этом где-то говорит. Будь готов к тому, Скорпион, что в любой момент обстановка может как-то измениться. И тебе придется корректировать свои планы. И тогда, если мы говорим про деньги, тебе деньги в последующем понадобятся. Давайте, ну вообще это карта успеха, самодостаточности. А тут, правда, вы можете куда-то поехать, отправиться или в чем-то поставить точку. Вот посмотрите, несколько карт о передвижении. И включая шестерку жезлов, нам показаны люди, но эта колесница, понятно, тут вперед. И сама карта об этом говорит. А то, что какой-то гештальт нам нужно закрыть, посмотрите, 3 карты показаны девушки, которые повернулись спиной, нам их со спины показывают. Они уже смотрят в горизонт, у них меняется как и возможности, как кругозор какой-то меняется, новые планы, с новым вдохновением. Вот тут такие перемены, и это может быть так же, как по части заработка. Или у кого-то это совпадет, когда вы, допустим, планируете переезд, и тогда эта карта будет говорить, ты продумай с учетом этих карт. Ты продумай дополнительный источник дохода. Мало ли будут какие-то такие ситуации или обстоятельства, когда один источник может не сработать в последующем. Карты напрямую не говорят, но с учетом всего нашего расклада, я такое, мои дорогие скорпионы, могу предположить. Начни что-то изучать. Иногда двойка пентаклей и говорит, вот как я говорила, пробуй, пока не надоест. Тут ведь проходит значение, когда мы можем с нуля себя попробовать в каком-то деле, а у нас получится лучше, чем у профессионала. Или это какая-то сфера деятельности, где вы раньше, ею не занимались, или вас там не было, вы не принимали участие. И вот она вас может заинтересовать, и тогда не гоните от себя эту мысль, попробуйте просчитать, примерить на себя. Кто знает, потому что в последующем это действительно может быть источником дохода, потому что обстоятельства, опять же, вокруг вас будут меняться. И, может быть, если будет пауза, если мы говорим, откуда приходят деньги, так вот, если с первого источника они задерживаются, тогда вы можете какой-то шикарный проект сделать на долгое будущее. Все же у нас девушка идет к солнцу буквально. Поэтому, оставляя даже, кстати, вот в чашке нам показан очаг, который, может быть, она долгое время сохраняла, так, чтобы он и не погас, и не обжег. Но теперь она идет к солнцу, к натуральному светилу, будем говорить, и солнце, которое на горизонте, это успех, по сути, это к счастью. Какие-то очень важные решения у вас будут, как и по части финансов, это точно, или по части вашей занятости, работы. У кого-то это могут быть дела семейные тоже. Хотя напрямую про семью нам, в общем-то, пока не сказала ни одна карта. Давайте узнаем, что на личную жизнь. Ух ты! Тут, правда, могут быть дела любви, вопросы страсти, мои дорогие скорпионы, и денег. Дьявол, 15-й старший аркан. Это когда вы что-то хотите сделать вот именно так, как вам этого хочется. И это прекрасное чувство. Но не слишком переусердствовать, иначе мы попадаем на удочку вот к этому 15-му аркану. И тогда он нас превращает в марионеток. Тогда он словно дергает за невидимые нити, и нам приходится, хотим мы или нет, вот как я говорила, да, может вернуться потом какой-то вопрос, если вы, что-то не просчитали до конца. Или какую-то историю, может быть, не завершили. И тогда придется все бросить и переключаться на что-то другое. Это в будущем. Но на этой неделе. Хотя старшие арканы это никогда на неделю не проигрывается. Это чаще недели 3. И у вас начался наш расклад со старшего аркана. И заканчивается с учетом того, что еще, что-то не завершилось. Какие-то, последние аккорды вы должны сыграть.
в той или иной истории, но по аркану дьявол вами будет двигать очень сильное чувство того, что вот я именно хочу или владеть ситуацией, или руководить ситуацией, или сделать по-своему. Но чтобы не попасться в сети к 15-му аркану, вам придется добавить себе хладнокровия. Карта говорит о чем? Это может быть любовная история. Но тогда, если вы решаете какие-то важные темы, которые касаются на долгий период времени, или они как оформление документов, будьте здесь аккуратны. Карта говорит, что у вас будет хорошая физическая форма. Это да, по 15-му аркану, это когда даже если мы болели, то мы выздоравливаем. Или, по крайней мере, это больше бодрости, больше легкости на подъем, дважды, с учетом двойки пентаклей. И значит, какие-то вопросы вы можете решить, причем достаточно быстро, с учетом аркана колесница. И если вы даже что-то думали, ну это сейчас будет тянуться годами, а вот на этой неделе может как раз какая-то тема у вас и завершится, мои дорогие. Но сделать это все, повторяюсь, нужно элегантно. Кто знает, у кого-то из вас, мои дорогие скорпионы, может быть и так. Вы поехали в поездку, и вы познакомитесь с человеком. С учетом вот этих двух арканов. Вы можете просто даже отправиться куда-то, но тогда будьте внимательны. Потому что даже в поездке, опять же, с учетом 15-го аркана, в любой момент какая-то ситуация может принять другой оборот. Хотя и может быть для вас каким-то стартом, очень добрым, очень счастливым. Кризис, как говорят, это всегда возможности. Но с этими возможностями нужно правильно взаимодействовать. Я, конечно, надеюсь, что проиграется по назначению, как деньги и страсти. Любовь, мои дорогие скорпионы. Мы все разные. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.